Друзья, всем привет! Мы с вами приехали на Шри-Ланку. Будем колесить по ней аж целых 17 дней. В этом влоге я покажу вам настоящую Шри-Ланку без прикрас и фильтров, расскажу о самых интересных местах, ценах, особенностях разных городов и поделюсь своими впечатлениями. Оставайтесь со мной, будет много ярких моментов и полезной информации. Не забудьте подписаться. Приятного просмотра и поехали вместе со мной в это незабываемое путешествие. Мы идем в Хамбантоту. Вернее, мы как бы находимся в Хамбантоте, но мы идем в центр купить фруктиков, посмотреть вообще, что продается. Вот так выглядит Хамбантота, если вдруг вы здесь будете останавливаться. Нас сопровождает Талиб, это владелец отеля, где мы остановились. Ну, как отеля. Просто небольшая вилла. Здесь вот пасутся овцы, козы. Вот такая деревушка. Hello! Вот такие козочки хорошенькие. Ой, малыш, ты потерялся. Деревушка Хамбантота. Так вот люди здесь живут. Даже есть тут мусульмане. Вот вы видели, мы проходили. Hello. Тут вот есть почта, можно отправить открыток. Но сейчас 10 утра она закрыта. Наверное, потому что это воскресенье. Вот по воскресеньям закрыто. Можно отправить открыточку. Храм. Наверное, как раз таки мусульманский. Похож очень на мусульманский храм. Ну еще мы идем менять деньги, естественно. Но не в банк, а в магазин. И это можно сделать в любой день, независимо от дня недели. В таких магазинах меняют каждый день, потому что банки не всегда работают. Имейте в виду, просто в магазине с украшениями. Вот здесь вот меняются денежки вот в этом магазине. В магазине украшений. Вот такую красоту тут продают. Здесь у них вот автобусная остановка. Можно уехать в любой другой город. И вот тут тук-туки тоже. А тут вот Талиб нас привел. Это и у него есть ресторан свой, оказывается. Хороший гид. Такой нам все показывает, все рассказывает. Кишенька шпит. Кишенька. В 2004 году в Хамбантоте было цунами, погибло около 3000 человек. И такое ощущение, что это местечко до сих пор не оправилось от этой катастрофы. Идем на море. Вот такая тут тусовка. Кокосы. Тут вот фиш-маркет. Рыбку продают. Ну так, рыбы немного прям. Наверное, уже все распродали. Либо ее вообще особо-то и не наловили сегодня. Птица, ты что, рыбу хочешь? Рыба хочешь, рыбу хочешь.
кататься на сафари, смотреть животных. Вот на этом джипе. Нас повезут. Заповедник, да? Заповедник. Вот мы приехали в Яла National Park. Сафари тайм. Мы видим бурундучка, который что-то унес. Эти бивни. Бивни слона. И череп слона. А это кто? Ой, смотри, ой, муравьед. Какой классный. Ой, какой огромный череп, бог ты мой. А вон всякие бивни. Тут вот карта заповедника, аж плохо видно, но он огромен. А сейчас мы находимся в музее. И смотрим на черепа и скелеты. Веселый зверек. Мумифицированные животные. Просто очень крипи. О, буйвол. У меня татуировка есть такого буйвола. She died when she been in very good mood. Бивни? Муравьед? А тут можно посмотреть череп змеи, как выглядит в разрезе. И крокодил. Ну и типа ракушки. Такой интересный музей. И вот еще скелет крокодила. Огромный. Ну что, вот мы и отправились на самый первый в моей жизни сафари. У нас получилось очень увлекательное путешествие. Заплатили мы за него 45 тысяч рупий на двоих. И все организовал нам наш гид и наш хостес из отеля Талиб. Огромное ему спасибо за все, потому что эта экскурсия, этот тур был самый дешевый из всех, которые мы потом серчили. И впечатления были просто непередаваемые. На самом деле мы отбили себе все попки, потому что просто нереально ухабистая дорога, кочки. Мы колесили на этом джипе по дороге просто туда-обратно. И что самое интересное, в самом начале нам сказали, каких животных мы можем там встретить. И мы встретили практически всех, но не увидели леопардов. К сожалению, на леопардов нам не удалось наткнуться, но все равно было очень весело. И мы получили самые позитивные впечатления. Мы весь день провели на природе, в машине. Кстати, из этого джипа нельзя выходить на протяжении всей экскурсии вообще. Обязательно нужно брать с собой много водички, что-нибудь перекусить, потому что весь день, с самого утра до позднего вечера, до заката, вы ездите по этому национальному парку Яла в поисках животных. Даже можно сказать, что это была такая фотоохота. Мы не просто проехались по дороге туда-обратно и как бы, не увидели кого-то и ладно, махнули рукой. Нет, мы прям охотились, мы стояли, ждали, могли полчаса стоять, ждать, пока какое-нибудь животное к нам выйдет или поступит какой-то сигнал, видимо, от какого-то общего
радара, где сталкиваются просто все в одном месте, чтобы увидеть, например, как мы маленького черного медведя, который лазил там по деревьям и искал себе еду, ел травку, что удивительно. Еще из животных мы видели павлина, буйволов, оленей, слона, крокодила, различных птиц, множество разных птичек мы видели. Очень красивое озеро лотосов белых мы проезжали. И все эти кадры такие красивые. Здесь вон все собрались смотреть, как он будет переходить дорогу. Он такой красивый, ходит, кушает. Просто вот так вот провести день на природе, это стоило того. Я очень советую всем задержаться хотя бы на денек в Амбантоте, потому что именно оттуда очень близко ехать до этого Яла-парка, недалеко, и можно найти более-менее недорогой тур. И самое главное, яркое впечатление, конечно же, мы получили, когда увидели очень-очень близко идущего на нас слона. Там он, слон ходит, побирается. Вон там слон идет прям на нас. Блин. Он прям бежит. Ой, ты какой хороший. Вот он спокойненько идет. Yeah, he put into the trunk inside and take the whole thing back and he's looking for something. Наконец-то мы увидели, как распушил свой хвост. Это не в ту сторону, она сзади тебя, чел. Turn around. Пикок, пикок, пикок. Пикок, пикок. Поворачивайся. Она сзади тебя стоит, алло. The wrong side, dude. She's behind you. Is it the way he dancing in front of her, like showing his ass or something? Really? И вот мы видим крокодила, красавчик. Вау, gorgeous. Видите, вообще какая-то красота, смотрите. Закатное солнышко просто очуметь. Тоже шикарен. И там вон, между прочим, пасутся олени. Сейчас он как их хватанет.
Мы едем в Эллу. И еще сейчас по пути будем заезжать на водопады. Просто потрясающее водопадище. Просто вау. Собака отдыхает. Нашла себе супер место прямо перед водопадом. Как называется водопад? Равана. Очень красиво. Самый большой водопад в мире на Шри-Ланке. Тут такая небольшая фотозона. Очень красиво. Аленка кушает арбузик. Всем привет! И мы остановились в городе Элла. Это город, который находится в горах, здесь, на Шри-Ланке. И мы заселились в просто потрясающий отель, такой гостевой домик с видом на водопад. Вау, это просто потрясающе красиво. Сейчас я сделаю для вас быстренький обзорчик, и потом мы пойдем гулять по городу. Спустимся немного вниз туда, в центр города Элла. И пойдем смотреть, как у них там все устроено. Ресторанчики, магазинчики, кафешки. Вот так выглядят домики. Очень мило. Такие небольшие шале. И мы заходим. Здесь есть стол. Здесь есть 2 лежака. Мы заходим. Здесь банкеточка для чемоданов или для вот рюкзаков, бэкпэков. Кровать большая. Столики есть по краям. Вентилятор даже есть. Такая вот сушилочка есть. Аленчик тут разбирается еще пока со своими вещами. Зеркало тут есть. Не в полный рост, но вот можно на себя посмотреться. И ванная. Конечно же, душелет. Что в Индии, что на Шри-Ланке это очень популярно, когда туалет вместе с душем. Вот. Очень чисто и симпатично. Представляем, как мы просыпаемся, раздвигаем шторки, да, или просто вот мы выходим из этой виллы. И вид на лес, на горы. И еще тут вид на водопад. Вот там он спрятался. Смотрите. Водопад! Вау! Просто одуреть. Круто, да? Сейчас ближе. Приятно пахнет, да. Единственный минус, наверное, не знаю, пока что минус или нет, там ходят поезда. И если они ходят еще и ночью, то нам будет все слышно. В предыдущем месте в Хамбантоте у нас был вид на океан, и всю ночь можно было слышать эти безумные волны, эти шторма безумные, и вот этот звук, когда волны бьются о берег. Было немного тревожно спать, как для меня. Было немного тревожно. И я сквозь сон могла слышать эти звуки океана и представлять себе какие-то страшные вещи, с учетом того, что именно там, в Хамбантоте, когда-то случилось цунами. Вот. Последнюю ночь мне было немного тревожно спать. А здесь, возможно, будут звуки поездов. Ну, не знаю, посмотрим. Потом я вам скажу, было это или нет. А еще у нас здесь вот такой красивый ключик, смотрите. С жучком, смотрите, как мило. Из Малайзии, между прочим. Жучок к нам приехал на Шри-Ланку. Очень мило. Возможно, владельцы из Малайзии этого отеля. Закрываем нашу лачугу.
на ближайшие 2 дня. Прекрасно. Пошел дождик. Трамвайные пути. Мы мокнем, но не совсем мокнем, потому что мы предусмотрительные барышни. К нам пришло в голову еще заранее на Wildberries заказать вот такие вот плащи, дождевики. Так, у меня тут гибискус. Мы находимся в заведении под названием «Белый кролик». Нам принесли вкусный карри, креветки и такой гибискус чай холодненький. Мы укрываемся от дождя, потому что вот только что минут назад был очень сильный дождь, а сейчас уже все закончилось. И здесь вот так вот очень приятно сидеть. Такое симпатичное местечко, правда шумное. Тут вон машины ездят. Смотрите на этих обезьян. Смешные. Такие смешные просто. Обезьяночки. Здесь в Эле есть какой-то breathing space. Прикольно, да? Где-то можно пойти подышать вкусненько. А вот White Rabbit. Пробую коктейль из этого заведения под названием Double Twiddle. Здесь, значит, цейлонский чай, гранатовый и черный. 1 шот арака. Я не знаю, что такое арак. Наверное, что-то местное. И просто лайм. Все. Алкоголь с чаем черным, понятно, да? Ну, конечно, есть. Черный чай, арак, шотик арака. И у вас есть коктейль. Мы зашли просто в какой-то невероятно красивый магазин здесь в Элло. Так снаружи выглядит этот магазин. Аюбован называется. И тут всякие прикольные вообще подвесочки. Что тут еще есть? Магнитики. Какие-то штуки нереальные, смотрите. Это на шею, типа, вешается из бисера. Очень красиво. Но главное, смотрите на потолок. Посмотрите, как вот тут вот маски у них. Сколько масок вот этих классных. Просто вообще чумовой магазин. Я в восторге от этого магазина просто. Тут столько всего. Ой, как красиво, Аленчик. Да? Чудесно. Это вот мы нашли здесь бижутерия с настоящими камнями натуральными. И все стоит вообще копейки. Смотрите, сколько здесь браслетиков с всякими камнями. И вот такие вот подвесочки красивейшие. С всякими агатами, лунными камнями, кристаллами. Вот, смотрите. Очень красивый агат. Подвеска из агата. Ну, просто нереально красиво все. Всякие колечки. Вот эти маски, я просто от них в восторге. А еще тут есть вот магазин чая и специй. Как раз то, что нужно отсюда привозить. Черный чаечек. Специи тоже, вот как в Индии. Можно покупать. О, глядите, какой тут чай. Всякий разный.
И с джекфрутом, и с корицей, и с ананасом. Чем только нет. Черный чай, нет? Вообще какой красивый. В упаковочках, вон, смотрите. Аж слоны даже есть. И макаки, смотри. Это, оказывается, типа, что это? Там чай? А, нет, подождите, это просто. Я типа думала, это упаковка чая, так это нет, это просто сделано из кокоса. Ну ладно. А вот красиво упаковочка. С ложечкой, все дела. Можно все послушать, понюхать, попробовать. Вот здесь все можно попробовать и приобрести. Также кофе вот шри-ланкийский здесь продается. Мы после массажа пришли в такое замечательное заведение. Называется Рокки Элла. И здесь играет живая музыка. Могу сказать, что массаж здесь был хорош. Мы нашли спа-заведение по отзывам. Нам не с чем сравнить больше здесь. Другие спа-заведения. Только то, которое мы нашли, оно было хорошее. Могу рекомендовать. Называется Хелена Органик Спа. Вот. И массажистка Радика была топ. Она прям сильно и очень нежно массировала мою спиночку. Было очень приятно. Еще сегодня мы прошлись по сувенирным магазинчикам в городе Элла и накупили всяких штучек прикольных. Вот, попозже вам покажу, когда вернемся в номер, я вам покажу, что мы купили. Второй день в городе Элла. У нас тут такое неспешное утро. Аленка занимается йогой, пилатесом. А я просто чили, помыла голову и расчесываюсь. И смотрю на эти прекрасные, шикарные виды. С утра здесь 15 градусов. Холодно. Поэтому я в толстовке, в носках, в штанишках. И так мило тут по веточкам прыгают барсучки. Сейчас я попытаюсь заснять их, вам показать. Сейчас он куда-нибудь спрыгнет. Что он там делает? Барсучок, ты что делаешь? Ой, он. Как белки они здесь прыгают по веточкам. Такой шустрый. Все, убежал. И наш потрясающий вид на водопад. Слышно прям, как вода валится вниз прям. Классное ощущение, звуки, птички, ароматы, свежий воздух. Класс. Тут такие вообще приятные ощущения испытываешь, что сразу хочется сказать: я сюда вернусь. И вообще советую очень всем сюда тоже приехать, побывать здесь хотя бы разок. Солнышко выходит. А мы вчера попали под дождь. И у нас промокли вообще все ботинки, все наши кроссовки промокли просто. И за ночь они не успели высохнуть. И может быть сейчас есть пара часов, пока есть солнышко, чтобы наши кроссовки высохли, потому что мы собираемся
взбираться на Адамов пик скоро. И еще, когда вчера шел дождь, мы сели в кафешке, и к Аленке приклеилась пиявка. И хочу вас предупредить, когда сюда приедете и будете тут ходить, бродить, обязательно брать с собой вот эти вот средства, распылители от комаров. Вот такие спреи от комаров и всяких вообще насекомых. Написано рефтамид, но это какая-то жуткая химия. У меня чуть не случилось химическое отравление, когда мы брызгали на тело, но держится 8 часов для рыбаков, охотников, грибников. Вот такое средство мощное, хорошо помогает. Иначе здесь никак. Но вообще здесь от этих пиявок можно избавиться только соляным спреем. И в каждой кафешке можно найти этот соляной спрей. Уверена, в каждом отеле он тоже есть. Вот у хостеса в любой момент, если к вам приклеилась пиявка, попросить, чтобы ее вот так вот побрызгали солевым спреем, и она сразу же отклеивается. Просто так ее нельзя отдирать, потому что она присасывается намертво и прям кровь сосет. И вчера Аленка такая подпрыгивает, типа, ой, у меня что-то на спине. Я смотрю, а там пиявка, господи, пиявка. Первый раз в жизни вижу такую вот приклеившуюся пиявку. Начала ее так салфеткой как будто бы снимать, а она не снимается. Сразу же подбежал официант и принес нам этот спрей, побрызгал, такой типа вот, надо сначала брызгать спреем, потом какой-то крем принес, чтобы ранку замазать. И, короче, пластырь налепили, и, в общем-то, все в порядке. Он говорит, такая история здесь часто, особенно те, кто взбирается на Адамов пик и вообще тут ходят, когда вот влажная погода, везде на кустах, в траве, вот эти слизняки. Надо их опасаться здесь. Так что, если поедете сюда, имейте в виду. Я вас предупредила. У меня вот не сохнет рубашка и не сохнут наши кроссовки. Прошла уже ночь. Очень много времени. Смотрите, какая тут красота. Меня поражает, что здесь вот эти все деревья, всякие кусты, растения и пальмы в горах. Это же удивительно. Как такое вообще возможно? Потрясающе просто. Красотенежка нереальная. А воздух чистейший. И этот шум водопада. Я прям чувствую себя в каком-то райском районе. А пока мы ждем наш завтрак, давайте покажу вам наши покупочки небольшие, которые мы вчера совершили здесь, в городке Элла. Совсем немножко, и они очень легкие и маленькие, потому что нам еще здесь путешествовать, везде ездить, чтобы не носить с собой тяжесть. Пока только такие маленькие сувенирчики. Есть здесь красивые очень магазины с открытками, чисто вот открытки. I love Taiwan. Наверное, впервые в жизни вижу магазинчик, который просто чисто открыточкам посвященный. Они все такие вот красивенькие, смотрите, с достопримечательностями. Вот, отправлю друзьям. Очень красивая, мне понравилось. Симпатичный дизайн. Также мы зашли в один чайный магазин, где нам советовали съездить все-таки на чайную плантацию. Купила там такой вот чай черный с названием города, который здесь тоже есть. Интересный город, в котором есть музей буддизма. Вот музей Будды, музей буддизма. Мы, наверное, туда попадем, но это позже. Мы пока точно не знаем. Вот Канди называется. Вообще мы сегодня собирались с утра на 9-арочный мост, но у нас не получилось вызвать машину. Мы проснулись прямо в 6 утра и хотели поехать на арочный мост. Пока мыли голову, собирались, красились, вызывали машину, и никто не смог к нам приехать. Вот. Пришлось перевезти. Скорее всего, завтра мы туда поедем. Пока давайте расскажу еще. Мы зашли в один потрясающий магазинчик, и там была красивая бижутерия.
Я купила себе браслетик. Аленка тоже купила такой браслетик. Кажется, такие подарки идеально как сувенир привозить. Когда есть пометка, что это вот made in Шри-Ланка. Также вот такие амулетики из кристаллов. Такие lucky stone, то есть камни на счастье. Вот, мы купили себе на счастье эти камешки, чтобы на нас не приклеивались пиявки. И такие магнитики симпатичные в форме вот этих масок. Маски дьяволов, но хороших дьяволов острова. Вот. И вот такой еще я уже одела. Очень красивый амулетик с камнем агатом. Очень мне понравилось, прям откликнулся в душе мне вот именно этот кулончик, я его выбрала. Они еще там разные, естественно, так как это настоящие камни, там разные срезы идут. И вот я пыталась выбрать там, наверное, из 4 разных рисунков один, и в итоге выбрала вот такой. Вот такой у меня красивый набор. И еще вот такой кулончик я себе купила, красивый, с ракушечками. Это мы поедем в Нуватуну, обратно к морю, к океану, и будем там фоткаться. И вообще собираемся походить там по всяким прикольным барчикам, ресторанчикам, какие-нибудь вечеринки посетить. И я вот такой себе нашла красивый чокер с ракушечками. Это довольно популярная тема на отдыхе. Все, мне кажется, покупают себе такое ожерелье с этими ракушками. Но мне показалось оно необычным, что оно черно-белое, вот, с бисером, со вставками каких-то бусов здесь. Красиво. В моем стиле, короче. Стоило 1500 рупий. Такой магнитик стоит 720 рупий. И вот эти украшения по 4450. А браслетик был 350. Так вот, нам принесли завтрачек такой скромный. Какие-то блинчики и 3 яичка. Не знаю, нас 2, 3 яйца. Что-то как-то не делится. Ой, вау. Прекрасный джем. Бабулечка принесла прекрасный джем. И сейчас чай. And tea, right? Ну вот завтракаем с таким видом. Ага. И вот завтракаем вместе с химическим средством. А мы сейчас отправляемся на водопад Диялума с тук-тукером, которого мы арендовали на сегодняшний день. Сейчас он за нами заедет. И мы поедем на водопад. Самый красивый водопад. Ну окей, может быть не самый красивый, но крупный водопад, который здесь есть, в Элла. И он не самый распиаренный, не самый популярный. Вот. Покажу вам водопад, какой здесь есть. А потом мы поедем на чайную плантацию. Там я тоже поснимаю. Мы там планируем купить вкусный чай. Вот. Завтра мы уже выселяемся здесь из Эллы и едем в Нуарейле. Это прям соседний городишко. Мы планируем проснуться с утра, прям рано-рано, сесть на поезд и за пару часов оказаться уже в другом городе, в Нуарейле. Там мы заселяемся и будем тоже гулять. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в новых влогах. Всем пока!